Мне кажется, каждый блогер снял про Шри-Ланку. Так, ладно, цель такая – пройти путь, который соединяет культуру, природу и духовность Шри-Ланки. И чтобы разобраться в этом, нужно взглянуть на события последних лет. Массовые беспорядки на Шри-Ланке. Protesters in the capital Colombo have stormed the president's house. And they swarmed into the office of a president. The country faces its worst economic crisis. This is a national day of mourning in Sri Lanka. От храма Святого Антония и началась кровавая череда терактов. I think someone went right up to the front and detonated. So it was like, boom, everyone. Like, you know. Сингалы начали поджигать их лавки, поджигать их дома. Вот сожгли в Джафне библиотеку. Это был вот этот переходный момент, когда война вообще в целом началась. И тамилам пришлось отвечать. Probably one of the most insane things you could think of happening in a church. It's like mind-boggling. На острове затяжные ливни, и погода стала причиной наводнений и оползней, которые привели к гибели уже 177 человек. А что ждет меня на Шри-Ланке? Моя задача – рассказать вам о каждой части острова, показать две разные культуры, сплетенные воедино и окруженные океаном. Чтобы достичь цели, мне нужно добраться до самой северной точки острова. Ее еще называют Маленькой Индией, а принадлежит она тамилам. Да, забегая вперед, это покажу, и от тебя какую-нибудь перчинку в виде водопада добавлю. Заберусь в нетуристические места и то, что вы точно не видели на Шри-Ланке. Вы же все равно туда не поедете. Для этого путешествия мне понадобится Сузуки-вагон и Федя. Путешествие от самой южной до самой северной точки острова началось. 1500 километров дороги, достопримечательности, ланкийская еда, природа и фауна. Однако начнем мы далеко не с природы, а со столицы Шри-Ланки, города Коломбо. Коломбо – это энергичный хаос. Здесь переплетаются шум многолюдных улиц, гул автобусов, бесконечные сигналы тук-туков и влажная жара, которая окутывает город. Этот коктейль звуков и ощущений – суть жизни столицы, где старые колониальные здания соседствуют с современными небоскребами, а повседневная суета никогда не утихает. Коломбо, там действительно очень умные люди, все разговаривают на английском языке, образованные, культурные. Коломбо — это вот как Москва не Россия, также Коломбо — это не совсем Шри-Ланка. Тук-туки – удобный способ передвижения. Их легко поймать на улице или заказать через приложение Пикми. Я воспользовался им, чтобы добраться до трущоб. From Moscow. Moskva. Moscow. Moscow, very good. Moscow. Very big mosque there. Very big, yes, yes, very big. Moscow is very big mosque. Very mosque. Because very mosque. Gobajan Boba, Kalas. Да. Bad man. Gobajan bad man. Да. Что он сказал, абсолютно. Ланкийцы действительно дружелюбны и искренне рады белому гостю в столь непопулярном районе. И дабы убедиться в этом, покажу пару подобных кадров. People was good. People were living in the small. It was a poor people, middle, and then rich people. Every people living here. This place having a lot of people will coming in the around the other places. Then having a lot of cheap market in the place. It was having a vegetable, everything. Fruits is cheaper. Устройство района максимально простое. Самая широкая улица является рынком, а ветвистые лабиринты трущоб уводят в жилую зону, где можно найти лишь маленькие магазинчики и частный бизнес. Да, здесь практически каждый бизнесмен. My job is I'm in the shop. I have a shop. Government? Government, I want the Shop. Shop? Yeah. The seller too. Shop. Is this your business, yes? Yeah. This is your business. Metals and and eggs. Yeah, we are breedings. Я уже сказал о том, что ланкийцы приветливы, но не говорил об их наивности, простоте и детской любознательности. Они хотят, чтобы их сняли. Я думаю, что они хотят что-то, чтобы купили. У ланкийцев такое клише уже, я часто его говорю, что они как большие дети. То есть они вот по-детски такие наивные, по-детски добрые. То есть даже если это какой-то идет там обман, ухищрение, оно такое детское. Знаешь, ты когда тебя пытаются обмануть, ты такой, ну камон,
Ну, типа, ну, это же понятно. Добра вам, счастья и здоровья. Да. Спасибо. 10 rupees. 10 рупий. Смотри, выглядывает. Hello! Однако грустную реальность никто не отменял. Одна из главных проблем – они не умеют читать, что уж говорить про знание английского. What do you say about Colombo? Он не понимает, по-моему. It's big city. Ну, естественно, big city. Сложность брать у них интервью в том, что они даже не умеют читать. То есть если я им перевожу на тамильский язык, либо на сингальский, то многие люди смотрят и не понимают, что там написано, потому что они не умеют читать. Но зато у них есть бизнес. Вот человек торгует пластиком. У него целый магазин. Учитесь. Еще одна важная проблема – это мусор. Если за популярными местами хоть как-то следят, то вне туристического взора его полно. Здесь не так хорошо развито образование, да, ну просто вот обычное образование и культура, не обновилась прошивка. Раньше ты фрукт съел и выкинул, и он через 3 дня разложился. Пришел пластик, они не поняли, то есть им никто не рассказал в масштабах страны, в масштабе государства. Они даже не понимают, то есть они не включают это, что это будет лежать там 100 лет. То есть ребенку, если ты не расскажешь, что нельзя кидать, он будет кидать, и он это будет кидать без какого-то злого умысла, он просто будет, ну я кинул, да. Им можно это рассказать, и они такие, что? Ну, типа, они прям удивляются, понимаешь? То есть, типа, что, можно не мусорить? Ну, нет, типа, что, оно что, само не исчезнет, что ли? Это, ну, это... Серьезно? Да. То есть, ну, знаешь, бросить там в океан, им кажется, что, ну, в океан ушло, и все, и как, типа, вселенная забрала, там, знаешь, ну, такой момент. Это Денис, и он будет помогать мне раскрывать тему Шри-Ланки. Ну а пока посмотрим, как живут в трущобах Коломбо. Наведаемся в гости. Сразу на входе спит член семьи, а рядом с ним стоит мотоцикл. Есть небольшая комната для работы, где шьют одежду, и кухня. It is a kitchen. О, пойдем посмотрим кухню. Я не сказал бы, что она чем-то отличается, знаете, так как в принципе у нас в селах. Я не сказал бы, что все прям так ужасно плохо. Обычно отдыхающие не задерживаются в Коломбо, а сразу расползаются по южной части острова, на которой расположены все основные курорты страны. Эту часть можно считать самой туристической. И пока я еще не успел арендовать этот самый Сузуки-вагон, чтобы показать вам настоящую Шри-Ланку, я воспользуюсь поездом. Здесь есть две большие разницы между местными, которые работают в туристическом секторе, и местными, которые живут и не зависят от туризма. Часто встречается обман. Мы открываем сейф, смотрим, пропало $3000. Красивая картинка, не правда ли? Многие приезжают в эти сказочно красивые места. Теплый Индийский океан, золотой песок, пальмы, волны. Подписчики вашего инстаграма будут завидовать новым фоточкам из отпуска. Однако за этим туристическим флером прячутся две, на мой взгляд, важные проблемы. Здесь на юге по-другому относятся немного уже к туристам. Здесь, да, они видят у нас кошельки. Даже вот когда ты на пляже находишься, многие подходят и просто тупо у тебя требуют деньги, потому что ты белый. Одну девушку обнесли в Мирисе на $500. И еще мужчина писал, оставили на столе кошелек с деньгами, отошли до бара, и у них из кошелька стащили деньги. Люди, которые приезжают сюда отдыхать, они чаще видят вот этих вот тук-тукеров, ребят, которые пытаются им что-то продать.
как-то на них заработать. И люди по этим ланкийцам судят о стране, что неверно. И действительно, нет плохих наций, есть плохие люди. Просто будьте бдительнее, приезжая на курорты Шри-Ланки. Об этом я вас хотел предупредить. А второй проблемой юга острова являемся мы сами, туристы. Юг Шри-Ланки превратился в что-то вроде мыльного пузыря. Все здесь кажется идеальным. Красивые виды, уютные кафе, сервис на уровне. Но это какая-то иллюзия. Все вокруг словно создано для фото и лайков, а настоящая жизнь будто затерялась, уступив место глобальному туристическому конвейеру. Я не хочу ни в коем случае сказать, что все ужасно. Вам действительно понравится многое, но истинную красоту Шри-Ланки вы не почувствуете. Мое первое знакомство с Шри-Ланкой началось с восточного побережья, Аругамбей. Такая серферская деревня. Помимо купания в теплых водах Индийского океана и отдыха на пляжах, процветает культура серфинга. И Роман поможет мне найти мою волну. Гребем, поднимаем подбородок. Давай еще раз, два. После первых попыток у людей просто эйфория, у них нет вопросов, они просто радуются. Там такие вау. Это неожиданно круто. Я реально, вот волна, когда тебя подхватывает, несет реально быстро, и даже лежа ты уже кайфуешь от того, что ты едешь с такой скоростью. Поздравляю с твоим первой волной на животе. Слушай, было круто. Это ценность первых эмоций. Сейчас будем пробовать вставать. Гребем на счет 3. Раз, два, 3. На переднюю ногу. Это нереально круто. Самое сложное — это научиться читать океан, чувствовать его ритм. Просто технически научиться грести, вставать — это достаточно быстро можно освоить. Когда тебе показывают, вот на эту волну греби там, да, здесь в этот момент вставай. Это не трудно. А самому научиться видеть, так, о, вот, это самая волна, и я за нее буду грести. Есть такая фраза «only surfers know this feeling». Ты можешь какие-то любые слова подбирать, но именно чувство его не передать. Это нужно вот именно ощутить самому. И поэтому люди, кто катается, они такие ходят, видят, как человек проехал, такой: чувак, типа, я знаю, как это тебе было, сейчас классно, я разделяю, типа, с тобой вот это ощущение. Я не профессиональный кайтсерфер, спорт для ленивых я его называю. Надо вот так лечь, держаться за эту перекладину, знаешь, вот так двумя пальчиками. Ты ложишься, у тебя как будто за душу, у тебя этот трос вот так держит твой парашют, и тебя несет этот парашют, а этой перекладиной ты просто слегка задаешь скорость, знаешь, и ты реально ощущаешь себя на каком-то Бентли, при этом ты по волнам в этот момент едешь вообще расслабленный, вот как я сейчас в кресле лежу, примерно вот такая позиция. Но это не может не нравиться, то есть это просто разрывает все твои впечатления о спорте. Если ты, не знаю, ты пробовал серфинг, там, да, в серфинге тебе надо разгрести, тебе там поймай волну, на нее смотри, лови, вставай. Здесь ничего не надо делать. Ты лег, все, поехал. I'm hushing the dog on the chain. I'm running up stones on the edge of the bank. Rally the troops for another refrain. I sing this softly to myself. Так сложилось, что серфинг вообще, наверное, один из самых сложных видов. Даже сложно назвать это спортом, да, это какая-то некая практика, связанная вот с управлением телом, сознанием, балансом. То есть это такой комплекс всего, что люди даже до конца не понимают, когда сталкиваются с этой стихией. То есть многие даже не понимают, насколько мощным бывает океан. Роман подарил мне новые, незабываемые эмоции. Это бесценно. Все ссылки, чтобы испытать то же самое от серфинга до магии Шри-Ланки, вы найдете в описании видео. А эксклюзивные интервью с Романом и Денисом уже доступны на моем Бусти и Patreon. Ваша поддержка помогает мне выпускать новые видео.
Поговорим о еде. Хотя стойте, что там говорить? Ланкийцы круглосуточно едят рис с разными видами карри, приправленные острой смесью прямиком из ада. Without spicy, no taste for us. Hello, Makamalli. Hey. Hello. Hey, I asking today. Это называется попадам. Это такие хрустяшечки, как чипсики. В общем, делается из теста, просто обжаривается в большом количестве масла. Ланкийская еда – это та еда, которая всем надоест. Я уверен, 95% людей после 2-3 приемов пищи ланкийской еды скажут: я наелся, очень вкусно, спасибо. Очень люблю морепродукты, но ланкийцы не очень хорошо готовят рыбу. И вот только благодаря европейской кухне ребята начали готовить нормальные стейки где-то в ресторанах, да, и местные начали перенимать, потому что они зажаривали рыбу вообще максимально. Все наше тело не приспособлено к настоящей ланкийской еде, да, которую они сами едят. Мы к этому не привыкли, они едят с детства. Они чувствуют, как раскрывается этот вкус, поэтому для них каждый карри, он особенный. Для нас это 6 огненных тарелочек. Но когда ты хочешь попробовать и говоришь: можно мне не спайси, они искренне не понимают, они говорят: зачем тогда это делать? В этом нет смысла. Я помню, один раз мы сказали: можно нам сделать куриный карри, только не добавлять туда специи, не добавлять туда молоко, но по сути отварить курицу. И вот так ланкиец стоял и такой: ну в этом, он прям, знаешь, в сердцах, он говорит: ну в этом же нет никакого смысла. Когда тебя приглашают в гости, ты садишься за стол, хозяин не садится. То есть мы обычно приходим в гости, чтобы совместно пообщаться за столом, посидеть, а они пытаются тебя всячески накормить. Хозяин до последнего вообще ходит голодный, и ты так сначала в недоумении, почему ты с нами не ешь? Он такой: нет, сначала я вас должен всячески ублажить, а потом я могу с вами уже посидеть. Хочу отметить, что привычная нам европейская еда стоит дорого. Обед на юге острова обойдется около $15 на человека. Кстати, мои траты на Шри-Ланке, полезные советы, факты и первая информация из моих приключений уже ждут вас в телеграм-канале. До коронавируса мы здесь к рублю делили на 6. Ты поел на 3000 рупий, дели на 6, это будет 500 рублей. А сейчас мы делим на 2,5, и это уже больше 1000 рублей. И все выходит нам в очень большую копеечку. Потому что для европейцев не так страшно. Те, кто зарабатывает в долларах, в евро, относительно своих стран, они сюда все равно приезжают и не особо напрягаются. Юг Шри-Ланки завораживает своей красотой и притягивает людей со всего мира, несмотря на все минусы. Галли-форт для любителей архитектуры, серфинг и крокодилы для искателей приключений и тихие пляжи для ценителей спокойствия. Страна все так же продолжает для меня оставаться прекрасным местом. И, наверное, я бы даже хотела здесь иметь свой какой-то зимний дом, чтобы из холодного Питера приезжать сюда на зимовку. Пора двигаться дальше, в сторону севера острова, в сторону нашей цели. Все случилось после ковида, не было у страны валюты для закупки топлива, и были ограничения по 4 литра в неделю. Были очень большие длинные очереди на заправках, там просто можно было час-два отстоять. Мы столкнулись со второй проблемой, это топливный кризис, который был буквально 3 года назад, когда в стране не было топлива. Вот я был здесь, все, мы стали Голландией, здесь все ездили на велосипедах. Government hiding the petrol, after that people is boring, and people, that's why they make no gas, no petrol, no diesel.
people have very, very big trouble. Protesters stormed the presidential official residence in Colombo. And that's why I was in rebel in Colombo. I am a fighter, I get the tear gas. I get, and I am like this, and I have no food, I stay, but I'm still fighter. Перекрыли дорогу полностью, сразу же военные с автоматами. Police was help for that time for the government. Army help for the people. К чему это я? Бензина на острове хватает, но стоит он недешево. Почти $1,5 за литр 95-го. Заправив полный бак, мы отправились в Эллу, горный город среди чайных плантаций и водопадов. Шри-Ланку точно можно назвать страной водопадов. Здесь больше 200 водопадов, есть абсолютно разные по настроению, по размеру. И по дороге в Эллу мы решили посмотреть на водопад Диалума. Некоторые места есть, оно априори базово без человека, оно очень красивое, но иногда, когда туда поток туристов и массовость вот эта налажена, оно теряет свой шарм. Вот с Диалума этого еще не произошло. Но водопад просто потрясающий. Лично я люблю водопады, в которых можно искупаться. Это как раз Диалума. То есть у него есть часть, в которой можно искупаться и почувствовать эту силу водопада, освежиться. Мне кажется, когда ты искупался в водопаде, с тебя просто вся усталость сразу куда-то слетает, испаряется. При этом на него красиво посмотреть со стороны. Прикинь, утащили. Проснувшись ранним утром в Элле, мы отправились на одноименную гору Элла-Рок. И на мое удивление, дорога была далеко не из туристических. You washing there? Они ж ведь протаптывали все эти тропинки. Наконец-то мы вышли на горную тропинку, где встретили первых туристов. Элла славится живописными чайными плантациями, трекинговыми маршрутами и прохладным горным климатом. Здесь можно наблюдать за трудом сборщиц чая и наслаждаться видами бескрайних долин. Собирательницы чая – это такой вид деятельности, который вымирает. Собирательницы чая уже взрослые женщины, там бывает, что по 70 лет. Но основное, что нужно знать про чай – зеленый, черный, белый, серебряный чай – это все одно и то же дерево. Только черный чай проходит ферментацию, остальные виды чая не проходят ферментацию, по-разному высушиваются. И здесь, на Шри-Ланке, в основном, в большинстве своем изготавливают черный чай. Любители чая, посидеть там вечером, посозерцать горы. Как бы многие там прям на неделю, на 2 приезжают, там отдыхают. Изначально здесь кофе выращивался. Было вот это чайное и кофейное противостояние, и британцы все-таки были на стороне чая больше. И плюс помогло то, что здесь развилась бактерия, которая уничтожила все кофейные плантации, и уже на месте этих кофейных плантаций Джеймс Тейлор высадил чайные плантации. Теперь надо поторопиться к главной достопримечательности острова – 9-арочному мосту, снова пробираясь по заросшим тропинкам. Навигатор в Шри-Ланке не совсем работает? Ушел в какие-то кусты.
А теперь, внимание, вот он, самый узнаваемый мост Шри-Ланки. Знаете, впечатления странные. Это, с одной стороны, действительно красивое место, с другой — народ. Обилие людей не делает это место таким уникальным. Un poco caótico, como todo en Sri Lanka, pero las vistas son espectaculares. Aunque no va a ser como lo que te esperas de una foto sin nadie, pero es increíble, así que sin duda un lugar que visitar. Все, что сейчас вот люди катаются по железной дороге, это все строилось для кофейной индустрии. Интересная дорога из Эллы в Нуар-Велию, одна из самых пейзажных вообще железнодорожных. Да. Ну, там можно и на машине ехать, на самом деле, но с поезда интереснее открываются виды там. Поезд делает остановку на мосту, и начинается ажиотаж. Кто-то высовывается из поезда, держась за поручни, другие позируют на фоне, пока местные не упускают шанс что-нибудь продать. This time is weekend holiday today. This place, a lot of people come in weekend holiday, but another normal days, not a lot of people. People want is relax without people. Normally come in early in the morning. Morning is good time, 6 a.m. Come in here, 6:30 come in first train. И если бы я приехал сюда в 6 утра, то мы бы созерцали такую картинку. Однако мое желание увидеть это место в тишине и спокойствии было нарушено дождем. Меня терзают смутные сомнения. Я посмотрел прогноз погоды, и на протяжении всей следующей недели на Шри-Ланке идет дождь. Как мы будем смотреть остров во время дождя? А дальше ситуация еще усугубилась. Нужно было разъехаться. Без помощи вот этих вот добрых ланкийцев мы бы точно не справились. Из студии! Из студии! Несмотря на то, что Маскеле — это небольшой городок, но иногда ее воспринимают шире, как часть окружающего региона, который находится примерно в 100 километрах от Эллы. Но пока ты едешь по этим пробкам, обгоняешь медленных тук-тукеров, пытаешься лавировать между потоком машин, все это превращается не в несколько часов, а куда больше. Там такие лазурные озера, в которые впадают водопады. И повсюду, по всем склонам, это чайные плантации. И эти пейзажи не будут открыты мне полностью. Ну, идет дождь, это во-первых, а во-вторых, солнце сядет через 1,5 часа. Ты туда приезжаешь, вот для любителей, знаешь, кто хочет, если ты книгу пишешь, музыку пишешь какую-то, вот я думаю, там на этих людей найдет какое-то особенное вдохновение, и просто смотря на эти пейзажи. В итоге я все же успел запустить дрон, пока дождь немного утих.
На следующее утро все так же шел дождь. Пора было двигаться на север острова. Впереди лежал путь к главным достопримечательностям, которые я хотел увидеть. Can I take 2 bananas? Only 2. Get it there? Yes. Yes. Okay, yes. Нужно было брать маленькие, короткие, Да зеленые. мы уже пробовали маленькие, короткие. Да я не хотел. Да я же говорю, что вот смотри. Из них сок течет. Я уверен, что банан на вкус картонный. Ну и чё? Вкусно? Зачем мне продают незрелые бананы? Открой окно туда, в траву выкини. Просто я тебе говорил, надо купить банан, вон тот, желтый, короткий. Сейчас, погоди, я в луже хотя бы помою руки. Если вы знаете, зачем ланкийцы продают невкусные, неспелые бананы, дайте знать в комментариях. Ну а мы продолжили путь и добрались до Канди, города в сердце Шри-Ланки, который славится своими культурными традициями и храмом зуба Будды, где я решил попросить Будду о хорошей погоде. Я искренне прошу у него, чтобы на время оставшегося путешествия было солнце. А то что такое поливает? Ну просто дождь. Каждый день дождь. Смотрю Шри-Ланку, дождь. Все дождь. Самая главная буддийская реликвия – это зуб Будды в Канди. Те, кто владеют этим зубом, они считаются самой буддийской страной, и даже когда-то им подаяние просто там из Бирмы приносили за то, что вот они самая буддийская страна в мире. Вообще Будду воспринимают не как бога, у которого просят, а как учителя, который показал путь к просветлению. Поэтому мой запрос с погодой был отклонен. Добраться до Джафны становится все тяжелее и тяжелее, как будто сам остров препятствует этому. И синоптики тут выкатили новость. Я зачитываю. Цитата. Тропическая депрессия, сформировавшаяся в Бенгальском заливе, в ближайшие дни будет оказывать влияние на Шри-Ланку и южные штаты Индии. Deep depression over the southwest Bay of Bengal is likely to intensify into cyclone Fengal. That the storm is likely to move slowly north-northwestwards. Где сейчас и мы? And intensify further into a cyclonic storm. Возможно наводнение и оползни, что представляет угрозу для низменных территорий. Жителям рекомендуется быть готовым к перебоям в электричестве и нарушению транспортного сообщения. Читая все это, я пришел к такому выводу, что нужно поменять наш план и доехать сразу до Джафны. Утром мы покинули Дамбулу. У нас будет марш-бросок до Джафны. Мы играли на перегонки с погодой. This is again an impact of the cyclone Fengal. No, not those. 1 kilometer Tandirigi. Heavy rains and winds have devastated the northern regions, claiming 12 lives so far, destroying around 100 homes. Дорога перекрыта, проезда нет. Однако был один вариант. Сначала я думал, что мы могли проехать сами, но потом увидел последствия циклона. Преодолев затопленную дорогу, мы были вознаграждены такими видами. Мы добрались до Анурадхапуры, древней столицы Шри-Ланки. Она знаменита своими ступами, которые являются священными местами для буддистов. Основное отличие тамильца от сингальцев – сингалы буддисты.
Тамилы в большинстве своем индуисты. И пора бы затронуть тему различия двух народов. Тамилы — это вот уже ближе к северу, и вот где-то вот зона, скажем, такая столкновения, это примерно центр острова, когда ты вот видишь, что люди, они в целом даже внешне отличаются в плане одежды, лиц, каких-то украшений. Тамилы, они темнее, то есть они такие прям темнокожие, они прям смуглые такие. Сингалы все-таки посветлее. Тамилы, они смиреннее, они спокойнее, знаешь, они как будто поняли эту жизнь. Смотришь там, в глаза этой женщине, которая собирает уже там 40 лет этот чай, в ней нет жадности какой-то, в ней есть вот просто принятие. Она не будет на тебя смотреть, как на какое-то невиданное существо. Они вообще, скорее всего, тебя не заметят. Приезжаешь там, в ту же Джафну, всем на тебя абсолютно плевать. Хотя ты будешь, там, белый человек, это редкость. И здесь сингалы. То есть они всегда там, hello, where are you going? Там им всегда есть дело, куда ты идешь. Не в данный момент, вот сейчас, а в целом твой путь, куда ты идешь. То есть там глубинный вопрос. Не знаю, остался ли он у них, понимают ли они, откуда это вообще шло, да, но изначально у них куда ты идешь, вопрос в плане, он такой философский, на него не обязательно отвечать. Да, типа, куда ты идешь. И когда ты такой задумался, куда же я иду? Вот я и задал себе такой вопрос, только не глубинно. Куда я иду? Сплошная непогода. Однако я двигался к своей цели, самой северной точке острова. Затопленные дороги превращали наш путь в настоящее испытание. Вода местами поднималась так высоко, что казалось, дорога просто исчезла под ее поверхностью. С каждым метром пути я задавался вопросом, а получится ли проехать дальше? Ой, их трое. Откуда еще один взялся? Их же было двое. С попутчиками, которых мы подобрали по дороге, путь стал оживленнее. И вот, уже совсем скоро на горизонте начали проступать очертания северного берега острова и бушующего океана. Наша конечная цель была близка. Самая северная точка Шри-Ланки, и ее затопило. То есть так прям к ней не подобраться. Мы достигли этой цели. В этом месте ты чувствуешь себя суперзвездой, потому что абсолютно каждый тамилец хочет познакомиться с тобой, хочет пожать тебе руку, сказать что-то, узнать, как дела. Просто потому, что в этих местах белых людей-то даже не бывает. Это настолько не туристическое место. Северную точку острова венчает флаг Шри-Ланки. И сейчас вы поймете, почему я на этом делаю акцент. Флаг Шри-Ланки, самое основное, что мы видим, это лев. На сингальском языке синха. Синха значит лев. Абсурдная ситуация, что львов на Шри-Ланке никогда не было, но при этом сами сингальцы считают себя детьми льва. И вот здесь вот интересный момент по поводу сингалов-тамилов. Тамилы, они-то не львы, а сингалы, они львы. И вот они поместили на свой национальный флаг символику сингальского государства, сингальского народа. Да, и на что очень сильно оскорбились тамилы. Однако сейчас на улицах был какой-то праздник. Я даже не знаю, что сейчас происходит. Знаете, шторм, ураган, а люди веселятся. Если тамильский праздник ты попадаешь, а там тоже часто праздники происходят, у них постоянно праздники, по-моему, тоже смотришь, вот у них ничего нет. У них ничего нет, они голышом, вот, ну, в своей там одежде, босиком.
несмотря на этих пиявок, на низкую заработную плату. Но если они празднуют, ты видишь, насколько они счастливы, ты думаешь, у тебя ничего нет, они прям довольные ходят. Hello, how are you? Oh. Тамилы объяснили мне, что они отмечали День великих героев, память о бойцах тигров освобождения Тамил и Лама, погибших за независимость. И чтобы понять, что это за праздник, придется окунуться в историю. Изначально и сингалы, и тамилы пришли из Индии. Они пришли и расположились там на севере в Джафне. Сингалы на остальной части острова. И те пришли достаточно давно, и те вправе называть Шри-Ланку своей землей. Но так как тамилов было меньшинство, британцы колонизировали Шри-Ланку, сингалы не хотели работать на британцев, а у Британии в тот момент Индия была колонизирована, им было гораздо проще оттуда просто рабочую силу пригнать на плантации. Тамилов. Вот это было второе пришествие тамилов, которые в центре острова сейчас живут. Когда уже Британия свои колонии начала выводить, и Шри-Ланка получила независимость, к власти пришли сингалы, потому что их тупо больше. Тамилы остались вот этим ущемленным меньшинством. Тамилам не давали паспорта, тамилам не давали рабочие места, не было ни о каком там правительстве, парламенте, речи вообще не шло. И более того, там начался прям натуральный то есть просто их перестали считать за людей. Изначально они со всем этим мирились, пытались как-то мирно какие-то протесты устраивать, просили, чтобы тамильский язык сделали государственным, причем не без основания, опять же, они уже много веков здесь живут, и вполне, такие были небольшие требования, просто признайте, что это тоже наша земля, и признайте тамильский язык национальным. Но сингалы такие, они говорят, нет, вы здесь никто, это наша земля, кстати, до сих пор, если какой-то конфликт возникает, это одно из первых, что они кричат, это наша земля, ты здесь никто. We have very fast, very beautiful life with Tamil people and Muslim people and Catholic peoples. I am as a Sinhala person, Sinhalese, because this land belongs to Sinhala people. То есть, когда тамилы захотели получить хоть какое-то признание в этой стране, сингалы начали их вырезать, поджигать их лавки, поджигать их дома. Вот сожгли в Джафне библиотеку, это был вот этот переходный момент, когда война вообще в целом началась. И тамилам пришлось отвечать, но так как их меньше, война была больше такая партизанская. То есть началась война, все поддерживали тамилов, все понимали, что происходит, все понимали, но это другие страны большие. У сингалов есть своя регулярная армия, тяжелая артиллерия, войска. У них там было, по-моему, на первое время там 2 самолета, 3 катера, знаешь, там порядка 20 тысяч каких-то солдат, там, которые и то с Индии приплыли. И в дальнейшем они уже использовали женщин, потому что у них просто не хватало людей. Вот эти вот знаменитые черные тигры, которые впоследствии стали смертниками. Да, это же женщины, там 50% женщин было. Там вообще невероятно. Они использовали детей, они использовали женщин. И когда ты узнаешь, на поверхности в СМИ мы что видим? Тамильские тигры взрывают какие-то, они храмы взрывали, буддийские монастыри, храм Зуба Будды взрывали. Были взорваны несколько бомб в Коломбо. После этого начался комендантский час. И нас это застало во время путешествия. Мы на байках ехали с востока, возвращались сюда и зашли в кафе, и нам хозяин кафе говорит: ребята, смотрите, что происходит. Включает новости, там везде про теракт. It's still a somber situation in Sri Lanka, which was hit by a series of bomb attacks on Easter Sunday, leading to the deaths of more than 300 people. Very, very poor Christian people, they was in the church for the praying. But I didn't even believe it at first when I was, what? Yeah, right, no way. I think someone went right up to the front and detonated. So it was like, boom, everyone. Like, probably one of the most insane things you could think of happening in a church. It's like mind-boggling. President thinks, oh, Muslim people no good, Muslim people no good, Muslim people they bring the bomb. No, this is a plan. Muslim people very good, Tamil people very good. То есть в голом остатке получается, что тамильские тигры взрывают при помощи детей и женщин культурные и религиозные ценности. Ну и все, и весь мир в этот момент, конечно, никто же не вдается в подробности. Все говорят, они негодяи. И, конечно, взрываться это нехорошо, но у них особо выбора не было. И вообще удивительно, что они 26 лет смогли эту войну продолжать.
Ты будешь вылетать из аэропорта и говорит, вы состоите в тамильских тиграх? Ты говоришь, нет, ты тебе фотку, а это... Да, мы местная достопримечательность, это действительно чувствуется. Все действительно хотят чуть ли не сфоткаться. Все такие приветливые, все такие милые, улыбаются. Несмотря на потопы, сотни жителей Джафны заполнили улицы, чтобы отметить праздник. Это та точка, где может случиться все что угодно. Знаешь, так как это такой небольшой отголосок Индии на Шри-Ланке, там действительно может случиться все что угодно, и мне будет очень интересно посмотреть, что же произойдет с тобой. Потому что то приключение, которое проживаешь ты, или тот опыт, который был у меня, это не тот опыт, который получит человек, который смотрит это видео. И мы не подберем этих слов, чтобы рассказать о том, почему нужно ехать и путешествовать. На обратном пути я надеялся на ясную погоду, чтобы увидеть Сигирию. Это обязательный пункт в любом рассказе о Шри-Ланке. Я всегда говорю, ребят, если вы первый раз едете на Шри-Ланку и едете в Сигирию, это вам на Пидурангаву, потому что оттуда какой-то невероятный просто вид, наверное, один из самых красивейших видов. И вы видите эту Сигирию со стороны. Когда ты идешь на саму Сигирию, да, исторически она может быть более привлекательна, в плане там за ней закреплена история, но с нее нет вида. И ты, когда поднимаешься на Сигирию, ты такой, ну, классно, развалины, да. И если у тебя еще не классный гид, который тебя не погрузил в эту историю, и ты ничего не понимаешь, то может получиться разочарование. Разочарование окутало и меня вместе с дождевыми тучами. Сезон обещал солнце, но вместо этого принес ливни, лишившие возможности насладиться красотой Шри-Ланки. Многие путешественники, которых я встречал, разделяли это чувство. А ведь на острове столько удивительного. Башня Амбулувава, равнины Хортон-Плейнс, древний город Полонарува, скала Пидурангала и, конечно, Сигирия. Шри-Ланка не только радует, но и испытывает, и к этому нужно быть готовым. И раз уж я не могу посмотреть достопримечательности, у меня созрел новый план. За завтраком в отеле я нашел карту диких слонов на Шри-Ланке, карту дорог, где они ходят. Мы поедем этими дорогами как раз на юг побережья и посмотрим, встретим ли мы слона или нет. Ты что сделал? Я его, короче, очаровал магией. Не думал, что буду говорить о магии, но на Шри-Ланке она есть. У них очень много завязано на обряды, астрологию. Во время рождения ребенка идут к астрологу. Он дает им начальную букву имени. Любое мероприятие, связанное со стартом бизнеса, они всегда тоже советуются с астрологом, когда в какое время проводят ритуал определенный, там кипятят кокосовое молоко в горшочке, смотрят, как это все там будет вытекать, принесет это удачу или нет. То есть это какой-то микс как бы язычества, астрологии, буддизма. Есть интересный праздник, который для европейцев, наверное, считался бы дичью. Это Big Girl Party называется, когда девочка достигает, скажем так, зрелости, у нее там начинается менструация, вся деревня собирается в гости, то есть всех приглашают, устраивают там большую тусовку такую, прям праздник настоящий. Вот все поздравляют ее с тем, что она вот становится женщиной. Мы едем по самой слоновьей дороге, которая существует на Шри-Ланке, по крайней мере, так говорит нам карта диких слонов Шри-Ланки. Мы встречали кого угодно, но только не слонов. Фазаны, павлины, цапли, мангусты, собаки, козы, овцы, чайки, аисты, вараны, змеи. Тамильских тигров забыл. Все кто угодно, но только не слоны. Поэтому Федя время от времени спрашивал у местных, где мы можем встретить диких слонов. Каждый раз он возвращался без ответа.
И все же, когда стемнело, мы нашли его. Еще назад не видно. Федя, он идет сюда, кажется. Стой. 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 Чуть назад. Ну он... Стой. Стой. О! Дикий слон. Наслаждаемся. Какой же он здоровый. А потом встретили еще нескольких слонов. Там такая более дикая, скажем, часть. Там можно легко встретить слона по дороге, куча всяких диких животных. Там даже как-то чуть не переехали крокодила на байке, когда ехали по дороге. Природа немножко напоминает какую-то африканскую саванну. Без Дениса я бы не смог составить план маршрут путешествия по Шри-Ланке. И огромную работу именно по созданию этого видео — это его заслуга в том числе. Наше путешествие оказалось настоящим приключением. От тесных улочек трущоб Коломбо до бескрайних пляжей юга, где я пробовал свои силы в серфинге. Мы ужинали с местными жителями, гуляли по зеленым склонам чайных плантаций, стояли перед величественным храмом зуба Будды, шагали по древним улицам Анурадхапуры, боролись с капризами природы и, наконец, достигли самого северного края острова. В целом путешествовать стоит. Открывать для себя новые какие-то возможности, видеть, как люди живут по-другому, абсолютно быт устроен, да. Sri Lanka is pearl in the world. Sri Lanka people giving, laughing, and most Sri Lanka people is warmly welcome. Шри-Ланка остается самобытной, остается дикой. Она островную энергию имеет. Не знаю, верите вы в это или нет, но остров обладает своей энергией. И Шри-Ланка для тех, кто едет сюда с благими намерениями. Здесь очень дикая и великолепная природа, здесь очень красивые пляжи, здесь интересные локации, в том же Галифорт, очень много бутиков с красивыми картинами, с какими-то предметами искусства. Для тех людей, которые привыкли все-таки к люксу, комфорту и максимальному сервису, скажем так, турецкому отдыху, на Шри-Ланку лучше не лететь или лететь, понимая, что этот сервис вы получите за очень большие деньги. По мне, так Шри-Ланка выглядит достаточно дорогой. Все свои расходы, все траты я написал в телеграм-канале. А если вы путешественник, если вы человек, который готов останавливаться в каких-то не самых фэнси местах и, как я уже говорил, питаться где придется порой, да, и как-то выходить из положения. Еда сама по себе очень острая, несмотря на то, что мы сказали no spicy. Они нам приносят еще перец. Я уверен, что люди кайфанут и прямо получат от Шри-Ланки именно то настроение, именно ту энергию, с которой они потом весь год могут совершать большие дела в своих странах. Я показал свой опыт, я показал свой путь, и я увидел то, что я хотел увидеть, и то, что смог показать мне остров. Подписывайтесь на мой канал, ставьте видео лайк, комментируйте, пишите про свой личный опыт на Шри-Ланке и, конечно, путешествуйте чаще. But the rain stopped falling and the line on the floor was crossed, and the pain I'd been feeling washed away to return.